Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Лето идет полным ходом, месяц июнь уже перевалил за середину. Что нужно нам, вязальщицам, обязательно в нашем летнем гардеробе? Это разнообразные майки, топы, связанные из разной летней пряжи, разных цветов. Вообще это просто шикарно и здорово. И сегодня вашему вниманию я хочу представить майку красного цвета, связанную красивым и простым ажурным узором. Сейчас специально надела на белый топ и фотографировала, надевала на белый топ, чтобы был хорошо виден узор. Потому что когда посмотрите, как это изделие смотрится на мне, ощущение создается, как будто связано ажурными ромбами. Но вот как видите, что здесь совершенно другой узор. Майка, можно сказать, да, такая классическая, V-образный вырез. Как бы ничего здесь особо сложного нет. Вот узор такой красивый. И связана эта майка из всем хорошо известной пряжи турецкой Alize Bell. Эту пряжу мне подарила на Новый год Татьяна, моя подписчица, моя зрительница. Татьяна знала, что я пробую новые цвета. В этом году я пробую красный цвет. Очень он мне понравился и полюбился. И первое, когда я закончила свои рубашки, мне захотелось вязать майки. Вот первую майку, которую я решила связать, это майка красного цвета. Пряжа Alize Bell, она выпускается, я сейчас не знаю, как бы давно не заказывала, но я из нее вязала. Она выпускалась и 50-граммовыми моточками, и 100-граммовыми. Вот это 50-граммовые моточки. На маечку у меня ушло всего 2 мотка пряжи, 100 граммов. Ну вообще прелесть прелестная. Сейчас я вам предлагаю посмотреть, как эта майка смотрится на мне. Вообще свои вязаные изделия чаще всего я вяжу каким-то конкретным сшитым изделием. Мне очень нравится сочетание красного и белого. И вот к своей белой юбке льняной я связала вот эту красную маечку. У нас сегодня очень ветреная погода, тепло, но очень ветрено. Но тем не менее несколько удачных кадров все-таки есть. И я предлагаю вам посмотреть, как это изделие смотрится на мне. Ну а потом мы с вами перейдем к столу, и будет мастер-класс на вязание данного. Эта майка связана на 44 российский размер. Еще раз повторю, что вязала я ее под конкретное свое изделие, под белую юбку. И мне нужна была определенная длина. Увеличить, да, количество раппортов в высоту не составит никакого труда. Удлинить эту майку, связать такого размера, которого вам нужно. Так как пряжа Bell имеет свойство в круговом вязании косить, я с этим сталкивалась, поэтому у меня связана майка отдельными деталями. Спицы для вязания я использовала номер 3. Длина майки получилась 44 сантиметра. В полуобхвате у меня 43 сантиметра. Пройма 22 сантиметра. Плечо 5 сантиметров. Ну, как бы, наверное, все. Все необходимые параметры я вам сказала. Ну а теперь давайте вязать. Итак, сейчас мы с вами свяжем раппорт узора в высоту. Раппорт узора составляет 6 петель в ширину и 12 в высоту. Вот такой красивый ажурный узор. Я уже провязала несколько раппортов в высоту, они повторяются. Значит, вяжу отдельными деталями.
потому что это пряжа Белла, она имеет свойство в круговом вязании косить. Ну и чтобы избежать подобного, я вяжу отдельными деталями. Итак, начинаем вязать ажурный узор. Первый ряд по схеме. Так как я вяжу отдельными деталями и узор начинается сразу с первой петли, а я буду сшивать, я провязываю первую петлю лицевую, это вне раппорта, для удобства потом сшивания полотна. Итак, раппорт. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я петли разворачиваю, потому что вяжу лицевую петлю за заднюю стенку. Лицевая. Петли раппорта заканчиваются. Далее повторяем. В изнаночном ряду все петли провязываем изнаночными. Вот у нас двойной накид. Покажу, как я его провязываю. За заднюю стенку провязываем первая изнаночная, вторая изнаночная. Вот так вот будем провязывать двойной накид. Третий лицевой ряд. 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Повторяем. Пятый ряд. Лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Повторяем. Седьмой ряд. Накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые. Дальше у нас идет 2 петли вместе с наклоном влево, накид. И дальше будет у нас повторяться раппорт, то есть здесь будет тоже двойной накид, двойной накид. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево. Опять двойной накид и дальше продолжаем. Девятый ряд. Лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Повторяем. 11 ряд. 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Повторяем. Этот ряд последний ряд в высоту. И далее мы начинаем с вами вязание с первого ряда и повторяем на ту высоту, которая нам необходима до вывязывания проймы. Дальше будем вывязывать пройму у этой маечки. Я провязала необходимую высоту своей майки. Мне нужно выполнять убавление на пройму, и я хочу на этой майке V-образный вырез по центру. Значит, у меня 94 петли, я разделила пополам, получается 47 петель. Но мне нужно 2 центральные петли здесь закрыть. И эту петельку потом я оставлю, поэтому я 45 петель разделила на левую и на правую полочки. Значит, шаг закрытия на пройму у меня следующий: 7, 3, 2. Сначала я закрываю 7 петель. Провязываю их таким образом. Первую петлю снимаю кромочную, провязываю, первую петлю надеваю на провязанную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее я вяжу по узору до вот этого маркера, где у меня 2 петли.
Я дошла до среднего маркера, и здесь я провязываю таким образом. Первую петлю снимаю, вторую провязываю и первую набрасываем на провязанную. Эта петля, сейчас я маркер сниму и на маркер ее повешу. Это центральная петля. Дальше я буду провязывать только вот эту полочку. Это у нас получается правая. Значит, здесь я сейчас провязываю по узору. У меня первый ряд узора. И по изнаночной стороне выполняю закрытие на пройму. То есть покажу по этой полочке, как буду закрывать. И начиная со следующего ряда буду выполнять убавки. Значит, по внутренней стороне для V-образного выреза. По изнаночной стороне закрываем 7 петель. Провязываем их изнаночными. 1, 2, 3, 4. Так, здесь за заднюю стенку провязываю. 4. Опять за заднюю стенку. 5, 6, 7. Далее провязываю все петли изнаночными. Делаю убавление для V-образной горловины. Кромочную снимаю. Далее провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. И теперь у меня продолжение узора. Это у меня третий лицевой ряд. Я провязываю последнюю петлю кромочную, снимаем, не провязываем. Последнюю петлю кромочную снимаем, поворачиваем вязание, и теперь нужно закрыть 3 петли. Первую петлю, вторую протягиваем через первую. 1, 2, 3. Далее провязываем все петли изнаночными. В следующем лицевом ряду опять делаю убавку. После кромочной провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Далее я провязываю по узору. Последнюю петлю я не провязываю, снимаю, закрываю 2 петли. Буду выполнять убавки, значит, по V-образной горловине. Я должна прийти к 12 петлям. Мне нужно оставить 12 петель. Значит, либо в каждом лицевом ряду, то есть я буду уже потом смотреть, либо через один лицевой ряд. То есть сейчас пока я убавляю в каждом лицевом ряду. Дальше буду смотреть, как у меня пойдет это убавление. То есть если у меня будет сокращение достаточное, то в каждом лицевом ряду. Если нужно будет, так скажем, замедлиться, то буду делать через лицевой ряд, но это я вам скажу, когда вывяжу эту половину. Я вывязала правую сторону, значит, закрывала я в каждом лицевом ряду, и вот здесь в конце, вот я вам показываю примерно вот в этой области, так как я понимала, что я не успею закрыть до 12 петель, я закрывала и в лицевом, и в изнаночном ряду в конце 2 петли перед кромочной, чтобы у меня было 12 петель. Теперь, значит, зеркально выполняем убавки по левой полочке. Вот я прикрепила нить. Я ее здесь не завязываю, просто протянула под длиннейший кончик, потом уже буду это убирать. Провязала изнаночный ряд, это у нас был уже первый ряд лицевой провязанный, когда мы доходили до маркера. Это первый ряд по схеме. Я провязала изнаночный ряд, и последнюю петлю я не провязываю, я ее снимаю, дальше закрываю 3 петли, так как у нас шаг 7, 3 и 2. И теперь у меня будет закрытие в конце ряда перед кромочной. Нам нужно с вами повернуть 2 петли. Еще раз говорю, я разворачиваю петли, потому что я провязываю лицевую за заднюю стенку.
и провязываю 2 петли вместе лицевой, дальше изнаночная. Далее провязываю изнаночную, в каждом ряду в конце провязываю 2 петли. Значит, стала я делать убавки, когда у меня было 22 петли, 22 петли, и я стала закрывать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Вот. А само по себе закрытие, вот посмотрите, здесь уже метод 3 спиц. То есть вот здесь немножечко просто оно более быстрое так убавление, но оно никак абсолютно не сказывается на линию закрытия. Все, выполняем убавки. Здесь еще раз я закрываю 2 петли на пройму и лямочки методом 3 спиц. Когда все у нас швы выполнены, это метод 3 спиц на плече, боковые швы, и осталась обработка. Обработка пройм и обработка горловины. Я обрабатываю своим излюбленным способом, это айкорд крючком. Вот так он выглядит. По горловине, так как это V-образная горловина, первый ряд я провязала столбиками без накида, и второй ряд непосредственно сам айкорд крючком. Показываю, как это делаю. Итак, у нас 2 петли, вторую петлю на крючок, дальше в петельку, протягиваем петлю, через первую петлю ее протягиваем и провязываем 2 петли вместе, вторую петлю на крючок, дальше через петлю протягиваем нить, через первую петлю 2 петли провязываем, еще раз вторая петля на крючок, через петлю нить протягиваем, через первую петлю 2 петли провязываем. Получается очень красивая и аккуратная обработка. Так я пройдусь по всей горловине. И закрепляется она очень и очень просто. Вот посмотрите, здесь я не обвязывала пройму, здесь этого не требовалось, сразу же выполнила айкорд и вот в этой части закрепила. Все после стирочки выровняется. Все. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.